23 октября 2019 года на строительной площадке в центре города рабочий по имени Сергей пытался установить тяжелую балку. Он схватил ее двумя руками, но не учел, что вес балки составляет почти 1,5 тонны. Не успев осознать, что его силы не хватит, Сергей резко потянулся вперед. Балка покатилась, и он не удержал ее, упав на землю вместе с ней. Удар был такой силы, что вокруг стоящие коллеги в ужасе замерли на месте. На этой же площадке в тот же день другой рабочий, Андрей, решил, что сможет поднять пакет с цементом весом 15 фунтов одной рукой, чтобы освободить другую для телефона. В итоге он не только не удержал пакет, но и потерял равновесие, упав на колено и расплескав цемент повсюду, включая свою обеденную коробку. Коллеги, наблюдавшие за этой сценой, не смогли сдержать смеха, хотя Андрей был явно недоволен собой. Третий случай произошел в тот же день. В то время как рабочие устанавливали лестницу, один из них, Василий, решил, что сможет сделать это быстрее, если просто поставит лестницу на нестабильную корзину для мусора. Как только он взобрался, корзина перевернулась, и Василий полетел вниз, приземлившись в куче строительного мусора. Его споткнувшиеся коллеги лишь успели выкрикнуть «Осторожнее!» перед тем, как он оказался в центре забавного инцидента. На другой строительной площадке, где работали мастера по бетонным работам, произошел курьез, когда двое рабочих, Артем и Игорь, решили проверить прочность свежезалитого бетона. Они стали прыгать по нему, рассчитывая, что бетон уже достаточно затвердел. Внезапно в одном месте бетон не выдержал, и один из них провалился по пояс. Параллельно с этим их третий коллега снимал все на камеру и выложил видео в интернет, получив тысячи смешных комментариев. Невнимательность на стройке привела к еще одной нелепой ситуации. Рабочий, известный как Дима, попытался поэтапно установить крупные пластиковые окна, но не заметил, как повредил одно из них, пока оно было еще в упаковке. В итоге при установке стекло неожиданно треснуло, рассыпавшись на мелкие осколки. Его коллеги, увидев все это, не смогли сдержать смех, хотя Дима сам был в шоке от произошедшего. Каждый из этих случаев иллюстрирует не только физические ошибки рабочих, но и их отношение к процессу. Невнимательность, желание сэкономить время и, конечно, чувство юмора в таких ситуациях – важные элементы на каждом строительном объекте. На стройке, где растет напряжение, смех становится спасательным кругом, позволяющим справляться с трудностями. И хотя рабочие не всегда могут избежать нелепых ошибок, они точно умеют извлекать уроки из своих комичных неудач. Рабочие на стройке продолжали сталкиваться с неожиданными трудностями, особенно когда дело доходило до поднятия тяжестей. На следующий день после инцидента с Сергеем к ним присоединился новый сотрудник – Иван, который только что закончил обучение и полон энтузиазма. Он уверенно заявил, что легко сможет поднять тяжелый бетонный блок весом более 100 фунтов. Коллеги, посмеиваясь, вызвали его на челлендж. Иван, не догадываясь о предстоящем фиаско, подошел к блоку и встал в нужную позу. Он сосредоточился и попытался поднять его. Первые секунды казались многообещающими, но как только блок поднялся на несколько дюймов, его ноги начали дрожать. Иван в панике попытался удержать равновесие, но не смог справиться с весом. Блок упал обратно, заставив его почти упасть на спину. Коллеги сдерживались от смеха, но затем не выдержали и расхохотались. На той же площадке рабочий по имени Павел, увидев неудачу Ивана, решил, что сможет сделать это лучше. Он подошел к нему и уверенно взялся за другую часть блока. Павел, обожающий показывать свою физическую силу, взял блок в свои руки и попытался поднять его, но его спина сразу же выдала слабость. Блок стремительно опустился, и Павел, не удержав его, сам оказался на земле рядом с ним. Его падение вызвало неподдельный смех у всех присутствующих, и он с юмором прокомментировал: «Это не штанга, а настоящий бетонный джаггернаут». Ситуация обострилась, когда к ним подошел старший мастер Сергей, который увидел весь этот спектакль. Он с недовольством уставился на несчастных рабочих и начал объяснять, как правильно поднимать тяжести. В это время один из опытных рабочих, Михаил, подошел к ним и, не отрываясь от своей работы, стал смеяться и добавил: «Если бы поднятие тяжестей было олимпийским видом спорта, то вы бы оба получили медали за комедию». Несмотря на непрекращающиеся шутки, рабочие не могли долго откладывать подъем блоков. Вскоре они решили, что необходимо использовать более рациональный подход.
Они принесли подъемный кран и установили его в нужном месте. Но в этот момент, когда они пытались закрепить блок на крюке, Иван вновь проявил свою инициативу и попытался самостоятельно зафиксировать его. Ему не удалось. Когда кран начал подниматься, блок вдруг закачался и, казалось, вот-вот упадет. Рабочие с замиранием сердца наблюдали за этой сценой, но, к счастью, кран сработал как надо, и блок оказался в воздухе. Все вздохнули с облегчением, но Иван, не сумев удержать равновесие на платформе, снова потерял устойчивость и упал в кучу песка, оставив за собой облако пыли. Смех и шутки продолжались, пока они не осознали, что подъем блока все еще не завершен. Они собрали усилия и, учитывая предыдущие ошибки, начали действовать слаженно. Все рабочие понимали, что неудачные попытки поднять тяжести — это часть их работы, но они также знали, что главное — это безопасность и правильный подход. В итоге тяжелый блок был успешно установлен на место, и, несмотря на комичность ситуации, рабочие извлекли уроки из своих ошибок, а смех стал связующим звеном между ними. На следующий день рабочие вновь собрали настройки, готовые приступить к выемке грунта с помощью нового экскаватора. Михаил, обладая опытом работы с подобным оборудованием, с уверенностью сел за рычаги. Он начал демонстрировать коллегам основные функции машины. Рабочие, собравшиеся вокруг, наблюдали за его действиями, ожидая мастер-класс. Сперва Михаил аккуратно выполнял простые движения, но вскоре его самодовольство переросло в излишнюю самоуверенность. Решив удивить коллег, он попытался поднять сразу несколько крупных камней. Экскаватор издал громкий скрежет, когда он попытался зацепить 3 камня одним движением. Как только он поднял их на высоту, экскаватор накренился, и один из камней с глухим стуком упал прямо на тачку с песком, перевернув ее. Песок разлетелся во все стороны, а окружающие рабочие не сдержали смеха. Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, Михаил решил, что это был случайный инцидент. Он вновь попытался поднять 3 камня, но на этот раз экскаватор потерял устойчивость и застрял в груди грунта. Коллеги закричали, предлагая свою помощь, но Михаил, не желая казаться слабым, стал пытаться самостоятельно вытащить экскаватор. Он повернул ключ зажигания и, нажав на педаль, услышал глухой звук, но техника не реагировала. В это время к нему подошел Сергей, наблюдавший за происходящим. Он начал объяснять, что Михаил неправильно использует экскаватор и должен следовать правилам безопасности. Михаил, отказываясь принимать критику, заявил, что справится сам. Это привело к конфликту между ними, и остальные рабочие замерли в ожидании. Коллеги начали предлагать различные идеи, как справиться с ситуацией. Андрей, один из рабочих, предложил использовать погрузчик, чтобы вытолкнуть экскаватор, но Михаил отверг эту идею, продолжая свои бесплодные попытки. Внезапно экскаватор издал громкий треск, заставив всех замереть. Михаил, осознав, что ситуация становится критической, попытался запустить машину снова. Его настойчивость принесла плоды, экскаватор сдвинулся с места, но не в ту сторону. Михаил потерял контроль, и экскаватор наехал на временный забор, который рухнул под давлением. Рабочие, не веря своим глазам, начали смеяться, но с каждой новой ошибкой Михаила напряжение только нарастало. Сергей, понимая, что ситуация становится опасной, подошел ближе и попытался остановить Михаила, который уже дважды падал в грязь. К ним присоединился другой мастер, который начал кричать, требуя немедленно остановить экскаватор. Михаил, наконец, осознал, что допустил слишком много ошибок и, замерев, побледнел. Рабочие начали обсуждать, как исправить ситуацию и поднять настроение команде, но некоторые начали выражать недовольство. Конфликт между Михаилом и остальными рабочими продолжал нарастать, создавая атмосферу напряженности. На стройке, где должно быть весело, возникло напряжение. Коллеги не знали, как реагировать на происходящее. Необходимость исправить ошибки становилась все более актуальной, но не все были готовы принять поражение от простых недоразумений в работе с оборудованием. Ситуация требовала немедленных действий, и рабочие понимали, что это не просто вопрос навыков, а вопрос безопасности и командного духа. В ходе рабочего дня на стройке снова произошли комичные инциденты. Михаил, пытаясь восстановить утраченный авторитет после инцидента с экскаватором, объяснял коллегам правила работы с техникой. В этот момент к ним подошел Игорь с ведром краски. Он не заметил мокрого места, оставленного после дождя, поскользнулся и с криком полетел вперед. Ведро вылетело из его рук, и краска расплескалась по всему участку, окрасив не только его, но и нескольких рабочих, стоявших рядом. Рабочие тут же разразились хохотом. Михаил, смущенный, решил, что надо дать советы по осторожности.
Но в этот момент Артем, подошедший с пустым ведром, тоже поскользнулся на влажной поверхности и упал на Михаила. Оба оказались в грязи, и смех вокруг только усилился. После этого случая атмосфера на площадке стала более непринужденной. Рабочие начали шутить друг над другом, стараясь поддерживать позитивный настрой, несмотря на произошедшие инциденты. Однако ситуацию обострил мастер, который подошел и потребовал, чтобы все сосредоточились на работе. Рабочие немного успокоились, но напряжение оставалось. Работа продолжалась, и когда они начали поднимать строительные материалы, Вячеслав решил продемонстрировать свои силы. Он заявил, что сможет поднять несколько мешков с цементом. Коллеги, помня предыдущие неудачи, начали смеяться, но Вячеслав был уверен в своих силах. Он взял 2 мешка, сделал несколько шагов, но вскоре почувствовал, что теряет равновесие. В результате он споткнулся и упал, оставив мешки раскатиться по всей площадке. Вокруг снова раздался смех. Сергей, пытаясь навести порядок, заметил, что кто-то оставил инструменты на полу. Он начал собирать их, однако сам не заметил ведра с краской. Поскользнувшись, Сергей упал, и краска расплескалась по его рабочей одежде, создав комичный вид. Рабочие снова разразились смехом, а Сергей, поднявшись, усмехнулся, понимая, что стал частью этой веселой атмосферы. Инциденты продолжали следовать один за другим. Когда рабочие начали переносить деревянные балки, Олег неудачно схватился за одну из них и, пытаясь поднять ее над головой, потерял равновесие. Балка выскользнула из его рук и чуть не попала к другим рабочим. Михаил, который все еще пытался восстановить свою репутацию, бросился к Олегу, но сам споткнулся о мешок с цементом и едва не упал. Каждое новое падение или поскальзывание добавляло напряжения в команду, но смех помогал снизить накал обстановки. Рабочие понимали, что их нелепые ошибки становятся частью общей истории. Вместе с тем они осознавали необходимость быть внимательнее. Каждый инцидент подчеркивал важность командной работы и соблюдения безопасности на стройке. С каждым новым падением возникала новая доза смеха, но за этим смехом скрывалось понимание, что такие ошибки могут иметь серьезные последствия. Рабочие на стройке после череды комичных инцидентов начали рассматривать возможность проведения экспериментов с различными строительными материалами, чтобы облегчить свою работу. Идея родилась у Артема, который заметил, что некоторые смеси гораздо легче использовать, если их заранее подготовить. Он предложил создать собственную цементную смесь с добавлением различных добавок, чтобы улучшить прочность и удобство в работе. Рабочие, уставшие от смеха, заинтересовались, но недоверие также витало в воздухе. Артем собрал команду и стал уверенно объяснять, что для смеси нужно использовать песок, цемент и специальные добавки. Он выделил несколько пакетов с разными компонентами, включая добавки, которые ранее использовались на других стройках. Рабочие, желая поддержать его инициативу, начали собирать необходимые материалы. В это время Вячеслав, который только что пережил неудачи с мешками, подошел и предложил смешать все подряд, чтобы быстрее получить результат. Остальные немного смеялись, но Артем настоял на правильной пропорции в смеси. Когда все было готово, команда решила залить экспериментальную смесь в форму, чтобы увидеть, как она будет работать. Артем взял на себя ответственность за процесс. Он смешал компоненты, и пока все наблюдали, у него возникла идея добавить небольшое количество воды, чтобы сделать смесь более пластичной. Как только он это сделал, смесь начала пузыриться и разливаться. Рабочие с удивлением смотрели, как жидкость начала вырываться из формы и разливаться по площадке. Ситуация обострилась, когда один из рабочих, Игорь, рядом с формой поскользнулся на влажной поверхности. Он не удержался и, падая, случайно толкнул Артема, который, в свою очередь, уронил ведро с краской, которое он случайно держал в другой руке. Краска вылетела в воздух и приземлилась прямо в смесь, создав яркую, но комичную катастрофу. Рабочие снова расхохотались, а Артем, который все еще пытался контролировать ситуацию, лишь покачал головой. Тем временем Михаил, наблюдая за происходящим, решил вмешаться. Он подошел ближе, чтобы выяснить, что происходит, но не заметил, как на его пути оказалось ведро с цементом. Поскользнувшись, он врезался в стену и угодил в ту самую смесь, которую только что создали. Весь участок снова заполнился смехом, а Михаил, покрытый цементом и краской, выглядел абсолютно нелепо. Таким образом, по мере нарастания хаоса на стройке, эксперименты стали причиной еще одной волны смеха. Рабочие понимали, к чему могут привести такие неудачные эксперименты, но в то же время не могли удержаться от веселья. Каждый новый инцидент создавал дополнительное напряжение, но в то же время объединял команду.
Они начали обсуждать, как исправить свои ошибки и избежать подобных ситуаций в будущем. Однако столкновение с несчастьями продолжалось, и каждый новый эксперимент с материалами оборачивался комической историей, напоминая всем о том, что работа с материалами требует внимательности и осторожности. После череды неудач с материалами и комичных падений на стройке, рабочие решили взяться за важные расчеты и планировку. У них была задача установить новую конструкцию, и для этого требовалось тщательно продумать размеры и расположение всех элементов. Михаил, который все еще пытался восстановить свою репутацию, взял на себя инициативу и предложил провести расчеты. Он уверял всех, что все будет сделано на высшем уровне. В процессе работы Михаил начал заполнять чертежи, но вскоре на стройку пришли новые материалы — балки и панели. В это время Игорь, надеясь поддержать команду, решил взять на себя свою долю ответственности. Он подошел к Михаилу и предложил свое видение планировки, но Михаил, не желая терять лицо, отверг его идеи. Игорь расстроился, но продолжал молчаливо помогать. После нескольких часов напряженной работы Михаил завершил расчеты и огласил их команде. В его расчетах была ошибка. Он неверно оценил длину и ширину конструкции, которые должны были стыковаться с уже готовыми стенами. Команда, не подозревая о проблемах, приступила к установке. Балки начали подниматься на место, но как только они попытались установить первую, оказалось, что она не подходит по размеру. Рабочие замерли в недоумении. Ситуация только усугубилась, когда Артем, заметив нестыковку, закричал, что балки слишком длинные. Михаил, почувствовав, как его авторитет снова пошатнулся, попытался объяснить, что это временные трудности. Однако его слова не убедили других. Вячеслав, который был ответственным за подъем, начал беспокойно ходить вокруг и проверять размеры, но вскоре оказался в затруднительном положении, когда одна из балок неожиданно выскользнула у него из рук. В это время Сергей, наблюдая за хаосом, подошел к группе и потребовал объяснений. Михаил попытался оправдать свою ошибку, но это только разозлило Сергея. Он настаивал на том, что такой уровень планирования недопустим, и все должны были бы понимать важность точных расчетов перед началом работы. Внезапно в разговор вмешался Андрей, который заметил, что в этом проекте были использованы неправильные чертежи. Ситуация стала напряженной, когда команда начала обвинять друг друга в неудаче. Рабочие начали обсуждать, как это можно исправить. Один из них предложил полностью пересмотреть план и сделать новые расчеты, но это требовало времени. Михаил, так и не признавший свою вину, попытался взять контроль над ситуацией, но напряжение между рабочими росло. Каждый вопрос о планировке только усугублял конфликт, а ошибки в расчетах ставили под угрозу весь проект. С приближением конца рабочего дня команда поняла, что им нужно принять решение. Рабочие начали собираться вокруг Михаила, который все еще надеялся, что его авторитет удастся восстановить. Но каждый новый инцидент показывал, что им необходимо действовать сплоченно и осторожно, чтобы избежать дальнейших ошибок. Каждый рабочий понимал, что в этой ситуации нужно решать проблемы совместными усилиями, а не полагаться на одного человека. Напряжение нарастало, и рабочие осознавали, что их будущее зависело от правильного подхода к проекту. Наблюдая за неразберихой на стройке, рабочие поняли, что им нужно внести ясность и сплоченность в свои действия. Михаил, который все еще надеялся вернуть свой авторитет, предложил провести командный вечер, чтобы обсудить текущие проблемы и поднять настроение. Коллеги, хоть и сомневались в его идеях, согласились, понимая, что смех может помочь снять напряжение. Вечером все собрались на площадке, где поставили столы и принесли еду. Михаил, собравшись с духом, начал с рассказа о своих самых смешных моментах на стройке, включая свои недавние неудачи с экскаватором и эксперименты с цементом. Рабочие начали смеяться, и вскоре атмосфера стала более расслабленной. В этот момент Вячеслав, покончив с едой, решил добавить огня в вечер и предложил игру «Мастера неудач». Рабочие должны были по очереди рассказывать о своих самых смешных ошибках на стройке. Первым выступил Игорь, который вспомнил, как однажды во время обеденного перерыва случайно разлил чай на чертежи. Он описал, как пытался объяснить мастеру, что это новый стиль дизайна, и все разразились смехом. Артем, не желая отставать, рассказал о своем смешном падении в цементную смесь. Он добавил, что когда пытался вылезти, то выглядел как персонаж из комикса.
Михаил, понимая, что вечер действительно разворачивается в положительном ключе, решил пошутить о своих неудачах с расчетами, добавив, что, возможно, случай, когда он случайно сделал балки слишком длинными, был просто экспериментом. Смех и шутки продолжались, но напряжение, которое накапливалось в команде, все еще чувствовалось. В этот момент Сергей, который до этого оставался в тени, решил вмешаться. Он выступил с искренней речью, напомнив всем, что их работа требует не только смеха, но и серьезного подхода. Он отметил, что каждый из них вносит свой вклад, и важно учиться на своих ошибках, а не прятаться за шутками. Команда замерла в ожидании. Рабочие начали обсуждать, как можно объединить свои усилия и исправить ошибки. Вячеслав предложил составить единый план действий и распределить обязанности, чтобы избежать недоразумений в будущем. Артем поддержал его, добавив, что каждый должен ответственно подходить к своей части работы. Игорь вскоре подхватил эту мысль, предложив создать блокировку для ошибок, чтобы фиксировать все, что пошло не так, и обсуждать это. Каждый рабочий стал делиться своими мыслями, и вскоре возникло чувство единства. Внезапно Михаил осознал, что неудачи не должны определять их как команду. Вместо этого они могут стать основой для улучшений и роста. Все начали активно смеяться и обсуждать, как можно превратить свои смешные моменты в уроки. Когда вечер подошел к концу, они решили оставить свои страхи и ошибки позади и работать вместе, чтобы сделать стройку безопаснее и веселее. Каждая неудача, каждый смешной момент стал частью их истории, и теперь они были готовы двигаться вперед, понимая, что вместе им по плечу все. Смех, который помог им объединиться, стал символом их силы и сплоченности. На следующий день после веселого вечера рабочие вернулись на стройку с новым настроем. Они чувствовали себя сплоченной командой, готовой к новым вызовам. Однако, несмотря на поднятое настроение, невнимательность все еще оставалась подводным камнем, который мог привести к новым проблемам. Михаил, имидварший на улучшение формы, предложил провести утреннюю встречу, чтобы обсудить план действий на день. Рабочие согласились, но некоторые все еще испытывали неуверенность в своих силах. Когда они начали работать над установкой новых конструкций, напряжение в воздухе стало заметным. Михаил распределил обязанности, но вскоре некоторые рабочие начали отвлекаться. Игорь, который был ответственный за подачу материалов, решил проверить телефон во время работы, игнорируя указания. В это время он не заметил, как на площадке катится тяжелая балка, которая должна была быть перенесена на другое место. Рабочие, занятые своими делами, не успели среагировать. Внезапно балка, скатившись с платформы, упала прямо на тачку с цементом, которая стояла неподалеку. Столб цементной пыли взметнулся в воздух, заполнив все вокруг. Рабочие в ужасе замерли, осознавая, что произошла очередная проблема из-за невнимательности. Михаил бросился к месту происшествия, чтобы выяснить, что произошло. Он обнаружил Игоря, который вместо того, чтобы помочь, стоял с ошарашенным выражением лица. Михаил начал кричать на него за отсутствие бдительности, но вскоре сам осознал, что его эмоциональная реакция только усугубляет ситуацию. В это время Артем, наблюдая за катастрофой, тоже начал паниковать и вместо того, чтобы помочь с восстановлением порядка, стал бегать из стороны в сторону. Он случайно задел ящик с инструментами, который упал и разбросал все инструменты по площадке. Это привело к тому, что несколько других рабочих начали спотыкаться о них, и вскоре образовалась еще одна цепочка неудач. Один из рабочих, Вячеслав, поскользнулся и упал в кучу цемента, добавив еще больше хаоса в ситуацию. К этому моменту команда поняла, что невнимательность стала причиной нескольких инцидентов подряд. Сергей, который наблюдал за всем этим со стороны, увидел, что напряжение растет. Он собрал рабочую группу и потребовал остановиться, чтобы провести срочную встречу. Рабочие все еще в замешательстве собрались вокруг, и Сергей начал объяснять, как важно быть внимательными на стройке, особенно с тяжелыми материалами. В этот момент Артем, все еще находясь под воздействием хаоса, осознал, что его отвлечение привело к новому инциденту. Он признал свою вину и сказал, что каждый из них вносит свою лепту в общую безопасность. Михаил, увидев, что Артем готов взять на себя ответственность, вспомнил о том, как важно работать как команда, особенно в трудные моменты. Рабочие начали обсуждать, как они могут улучшить свою концентрацию и избежать подобных происшествий в будущем. Собравшись, они разработали новые правила работы на площадке, включая обязательные проверки перед каждым подъемом тяжелых материалов и создание системы сигнализации, чтобы предупредить друг друга об опасностях.
Рабочие осознали, что важно не только смеяться над неудачами, но и учиться на них, чтобы повысить уровень безопасности. Напряжение постепенно спало, и команда начала восстанавливать порядок на площадке, понимая, что невнимательность может привести к серьезным последствиям, но вместе они могут справиться с любыми трудностями. После инцидентов с невнимательностью работа на стройке стала более организованной. Рабочие собрались вокруг, чтобы обсудить произошедшие ошибки и недоразумения. Михаил, который в начале дня чувствовал себя на обочине, теперь активно участвовал в обсуждении. Каждый поделился мнением о том, как избежать ошибок в будущем. И вскоре появилась новая культура безопасности и взаимопомощи. Сергей предложил установить четкие правила обращения с тяжелыми материалами и оборудованием. Рабочие согласились, что информация, полученная из комичных ситуаций, очень важна. Артем, ставший жертвой своего отвлечения, теперь использовал свои ошибки как уроки. Он предложил создать доску смеха, на которой фиксировались бы комичные и поучительные моменты. Это стало хорошим напоминанием о внимательности и осознанном подходе к работе. Вячеслав, также переживший неудачи, добавил, что смех может помочь снять напряжение, но безопасность должна оставаться на первом месте. Рабочие начали восстанавливать конструкции, проверяя каждый шаг. Они стали более осторожными и внимательными, чтобы избежать прежних ошибок. Спустя несколько недель после внедрения новых правил рабочие заметили значительное снижение числа инцидентов. Их стройка стала образцом для других групп, и они начали получать позитивные отзывы от руководства. Михаил, когда-то ищущий признания, ощутил гордость за команду. Каждый раз, когда кто-то делился смешной ситуацией, это становилось поводом для обучения и роста. Однажды, собираясь на обед, Артем рассказал о своем первом падении в цемент. Все расхохотались, но Михаил, подняв взгляд, сказал, что это не просто шутка, а урок, который они вынесли из ситуации. Рабочие начали обсуждать, как их общие ошибки сделали их сильнее и ближе друг к другу. К концу строительного сезона команда не только завершила проект, но и сформировала крепкие дружеские связи. Они научились смеяться над неудачами и извлекать из них ценные уроки. Каждый рабочий понимал, что веселые моменты на стройке могут стать основой для серьезного подхода к безопасности. Работа, полная смеха и уроков, закончилась успешно. Все знали, что впереди новые проекты и испытания. С каждым инцидентом они были готовы извлекать уроки и двигаться вперед, понимая, что в команде могут преодолеть любые преграды. В их памяти остались не только смешные моменты, но и важные уроки, которые сделали их настоящими профессионалами своего дела.